В мире китайских трехрядных кроссоверов, где порой все машины словно с одного конвейера, большой кузов и стандартный набор опций, появился N9. Этот премиальный полноразмерный кроссовер от Denso, бренда, который входит в огромный конгломерат BYD, не просто ломает шаблоны, а ставит новые правила игры. Он ломает все стереотипы, показывая, что можно сделать действительно крутой, технологичный, стильный, безопасный и мощный автомобиль с характером. Премьера N9 случилась осенью 2024 года, а уже в феврале 2025 стартовали серийное производство и предзаказы. Причем Denso не стала ограничиваться одной версией – гибрид или электрокар. А почему бы и не то, и не другое сразу? Пока на старте массово идет гибрид, а электрокар подтянется чуть позже. В отличие от многих китайских трехрядных кроссоверов, где главный козырь – цена и место для всей семьи, Denso N9 делает ставку на технологии, продвинутые гибридные системы, умных помощников и максимально удобный, продуманный салон. При этом стартовая цена в Китае – около $54 тысяч, для премиум-сегмента более чем достойна. В Европе же N9 обещает стать свежим и оригинальным решением среди больших гибридов и электрокаров, где за комфорт и мощь обычно просят гораздо больше. Короче, будьте готовы, в мире полноразмерных кроссоверов появился новый уровень, и зовут его Denso N9. Внешность нового Denso N9 – это крутое сочетание фирменного стиля бренда и современных дизайнерских фишек. Спереди сразу цепляет так называемый нос дракона, узнаваемый элемент Denso, но вместо привычной радиаторной решетки тут сплошная панель. Под ней регулируемые воздухозаборники в бампере, которые не просто для красоты, а реально помогают с охлаждением и аэродинамикой. Оптика у N9 двухуровневая, и она придает машине выразительность и харизму. Профиль кроссовера не бьет по глазам оригинальностью, но есть свой фирменный стиль. Широкие задние стойки и эффект парящей крыши делают силуэт запоминающимся. Высокий автомобиль подчеркивается электрическими боковыми подножками, удобно и стильно. Роскошные 22-дюймовые диски и яркие желтые шестипоршневые тормозные суппорты добавляют N9 дерзости и харизмы. Дверные ручки спрятаны в корпус. Зеркала традиционные, но есть и более прокачанные версии с камерами. Сзади Denso N9 выделяется массивным бампером с хромом и оригинальной фонарной лентой с необычным рисунком. Смотрится свежо и дорого. Цветов кузова 4 – глубокий черный, жемчужно-белый, дымчато-серый и насыщенный изумрудно-зеленый. Denso N9 – это не просто стильный гигант, а кроссовер с внушительными размерами. В зависимости от версии, его вес колеблется от 3130 до 3245 килограммов. И это только снаряженная масса. С полной загрузкой может весить до 3760 килограммов. По габаритам: длина – солидные 5258 мм, ширина – 2030, высота – 1830. Колесная база – 3125 мм. Габариты – это, конечно, хорошо, но Denso N9 не просто большой, а еще и очень комфортный. В салоне много места для пассажиров и багажа, при этом стиль и удобство не пострадали ни капли. Еще один крутой момент – пневмоподвеска. Можно регулировать клиренс в зависимости от дороги. Минимальный дорожный просвет – 140 мм, а максимальный, если надо, поднять до 222 мм. Углы въезда и съезда 21 и 22 градуса, так что проехать по неровностям и легкому бездорожью Denso N9 умеет. И да, буксировать прицеп легко. Он тянет до 2,5 тонн, отличный помощник и в семье, и на выезде за город. В основе Denso N9 стоит фирменная платформа BYD и Platform 3.0, которую специально сделали для электрокаров и гибридов, то есть здесь все заточено под современные технологии и максимальную эффективность. Что круто, эта платформа умеет не только экономить энергию, но и предлагает целый набор необычных фишек, например, пневматическую подвеску для суперкомфортной езды. Режим краба, когда колеса поворачиваются под углом, чтобы машина могла двигаться боком.
танковый разворот, когда машина может разворачиваться буквально на месте, и заднюю ось с подруливанием, которая облегчает маневры и делает управление точнее. Отдельная тема – система охлаждения аккумулятора. Аккумулятор не греется даже при активном разгоне или быстрой зарядке, что реально важно для стабильной работы и долговечности. Короче, Denza N9 – это технологичный электрокроссовер с умными фишками, которые реально работают и делают вождение проще и комфортнее. Сейчас официально раскрыты характеристики подключаемого гибрида Denza N9, и тут есть о чем поговорить. Под капотом у него 2-литровый турбомотор на 207 лошадей и 325 ньютон-метра крутящего. Работает он в паре с электронным вариатором и аж 3 электромоторами. Один спереди мощностью 272 и 2 сзади по 326 лошадей каждый. Итого 925 сил и 1035 ньютон-метра момента. Для гибрида это просто пушка. Разгон до сотни занимает 3,9 секунды, как у спортивного купе, а не у большого семейного кроссовера. Максималка 230 км в час, и при этом никакого безумного расхода. Производитель заявляет всего 6,3 литра на сотню. А теперь про батарею. Тут стоит литий-железо-фосфатный аккумулятор на 47 кВт-часа. От 30 до 80% всего за 32 минуты. Именно столько нужно, чтобы подзарядить батарею Denza N9 на зарядке мощностью 100 кВт. На одной электротяге он может проехать до 200 км. Идеально для повседневных поездок по городу. А если залить полный бак на 70 литров и зарядить батарею, суммарный запас хода у гибрида выходит неплохие 1300 км. В ближайшее время ожидается дебют полностью электрической версии Denza N9 с суммарной мощностью 3 электромоторов 955 сил. Точные характеристики этой версии пока не раскрыты. Интерьер шестиместного Denza N9 точно не оставит вас равнодушным, не потому что он вау, а потому что видно, старались. Почти все, к чему можно дотянуться руками, обтянуто кожей. Мягко, приятно, дорого. Центральная консоль с плавными линиями. Не из серии «давайте налепим экранов побольше», а выглядит цельно и логично. Простора хватает, перегруженности нет, уже хорошо. По словам BYD, идея салона построена вокруг 3 слов: гармония, дом и благополучие. И ты реально это чувствуешь, как будто за рулем не кроссовера, а уютного мини-дома, только этот дом еще умеет ехать плавно, тихо и очень комфортно. Спереди все в духе новых Denza, современно и технологично. У водителя и переднего пассажира по 13,2 дюйма экранов, которые управляют почти всем, что тебе может понадобиться. А по центру огромный 17,3-дюймовый тачскрин с понятным интерфейсом. Главное, не залипнуть в него сильнее, чем в смартфон. А чтобы не отвлекаться от дороги, есть еще и 50-дюймовая проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью. Все важное перед глазами, и не нужно искать глазами мелкие значки. В версиях с камерами вместо зеркал есть отдельные экраны на дверях. Центральный тоннель щедро укомплектован 2 беспроводными зарядками. Кнопки и рычажки в хрустальном исполнении, чтобы все блестело и смотрелось технологично. Из фишек – встроенный холодильник объемом 11,5 литра, который может как охлаждать, так и греть от -6 до +50 градусов. Удобно, особенно когда пассажиры второго ряда могут сами до него дотянуться, не трогая водителя. Открывается либо рукой, либо по голосовой команде. Аудиосистема от DVLED с 26 динамиками и подъемной звуковой колонкой превращает салон в концертный зал. Кроме того, Denza N9 оснащен голосовым ассистентом с поддержкой искусственного интеллекта, который может управлять климат-контролем, мультимедиа и даже отвечать на сложные запросы. Система обновляется по воздуху, что позволяет добавлять новые функции без необходимости посещения сервисного центра. Пространства в салоне немало, почти 2,74 метра в длину, и это несмотря на довольно объемные сиденья.
Переднее кресло можно разложить в почти ровную поверхность для отдыха. У водителя активная боковая поддержка, у пассажира режим невесомости с подставкой для ног. Чистый бизнес-класс на колесах. Второй ряд – 2 капитанских кресла с кучей регулировок. Можно разложить в кровать, можно сидеть по-королевски. Из дополнительных удобств – потолочный экран на 17 дюймов, 2 зеркала с подсветкой и 2 столика, встроенных в спинки передних кресел. Выдерживают до 10 килограммов, так что кофе, ноутбук или обед в дорогу без проблем. Даже с поднятым третьим рядом места в багажнике хватает целых 350 литров. А если сложить третий ряд, то пространство увеличивается до 1140. Denza N9 получила интеллектуальную систему помощи водителю Deep Pilot 300. Звучит навороченно, и по железу действительно есть что показать. В основе лежит чип NVIDIA Orin X с мощностью 254 TOPS. Это чтобы понимать и обрабатывать данные в реальном времени. В машине установлен один лидар высокой точности, 5 радаров миллиметрового диапазона, 12 камер и 12 ультразвуковых датчиков. В итоге получается полный круговой обзор, чтобы ничего не упустить. Интересно, что автопилот умеет работать в городских условиях без карт, ориентируется по реальной картинке вокруг, что пока встречается не так часто. Это делает Denza N9 вполне конкурентоспособным игроком в сегменте автономных систем. Denza N9 официально стартовал с ценником от 54 до 62 тысяч долларов. Врывается на рынок, где премиальных больших кроссоверов и так хватает, и конкуренция только накаляется. Рынок больших электрифицированных кроссоверов в Китае сейчас на подъеме, и Denza N9 точно не расслабится. Конкуренты там серьезные, и за место под солнцем придется побороться по-настоящему. Так что будем смотреть, кто кого. Новый игрок с амбициями или старые проверенные мастодонты. В любом случае, скучно не будет. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если хотите больше подобных обзоров, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что думаете о нашем сегодняшнем автомобиле, и делитесь своим мнением. Всегда рады вашему мнению. До скорой встречи на канале.